Меня зовут Сабир, мне 30 лет, я родился и вырос в Новом Уренгое, у меня 2 образования, одно техническое в сфере автоматизации, другое в сфере информационных технологий. 11,5 лет я прожил и проработал инженером в «Газпроме», занимался автоматизацией на промышленных объектах. Также у меня свой бар в центре города на углу Фабричной Максима Горького. Я вхожу в совет директоров компании Global Intellect Service. У предыдущего хозяина там была просто, знаете, как пиво на вынос, вот такого формата магазина, они где-то, закрывали, у них выручка была 350-400 тысяч, да, сейчас я покажу, мы там выросли больше, чем в 3 раза. И, пожалуйста, где-то через 3 месяца, когда основные бизнес-процессы были налажены, пришли ко мне, Александр Свистунов ко мне пришел с этой идеей, собственно, рассказать про гейм. Да. Предыдущий хозяин мне оставил 150 анкет. То есть предыдущий хозяин раздавал уже пластиковые карты. Это были обычные скидочные карты, так как у него не было системы учета. Там просто было написано 10% скидка. 150 анкет, я их забрал, значит, с собой на работу, оцифровал. Ну, так как объем был небольшой, сервисом не пользовался, я их сам разослал смс-ки в течение 10 дней, разослал письма. 30% смс-ок не вернулось через неделю, что нет такого номера. Да, вот, и с e-mail что-то еще, наверное, процентов тоже 30-35, мне сам e-mail сразу сервис ответил, что такого e-mail тоже нету. И было непонятно, то ли там во-первых, непонятно, что там написано, потому что, вы же понимаете, да, как мы пишем, то ли действительно человек осознанно указал свои неверные данные. Но при этом я понимаю, что у меня огромная конкуренция, да, но я не могу быть таким одним, знаете, красавчиков, никаких у меня и скидок, ничего не случится, что-то же надо делать. Я вот сижу с этими анкетами пластиковыми, думаю, да блин, неохота мне, вот прям мне все вот это дерет, потому что я привык все с телефона. При том, что есть приложение, кошелек, знаете, да, можно оцифровать все по штрих-коду. Но мне же опять нужна система автоматизации за 150 тысяч. Вот это все завязывается. И тут приходят ребята, мне рассказывают, и знаете, как хороша ложка к обеду. И я купил сразу вообще. Да? То есть мне настолько вообще идея зашла. Мне до сих пор непонятно, почему другим не заходит. Видимо, предприниматели просто не думают об этом. Знаете истории, когда сотрудник какой-нибудь управляющий уходит из бизнеса, забирает свою клиентскую базу и открывается напротив, да, то есть как бы он уже в курсе поставщиков и так далее. Соответственно, вопрос, что самое ценное это в бизнесе? Клиентская база, боже мой, да, то есть, вот так оно и есть. Я вот это четко понимал. Соответственно, каким это бизнес-процесс, который нужно вести? Мы ее собираем, мы с ней взаимодействуем, это самый дешевый способ, да, как мотивировать, да, людей, делать повторные покупки, увеличивать LTV и в целом увеличивать выручку. И мне просто зашло. Не надо пластиковые карты, не надо никаких анкет, вся клиентская база автоматически, да, мне ведется, и не только за счет тех людей, которые пришли ко мне, но и за счет рекомендаций. За 1,5 года в моей клиентской базе 5299 человек. Активно стал работать. Ну, знаете, как тоже произошло? Тоже забавная история. То есть мне, значит, установили систему лояльности, мы прошли модерацию, я установил тейбл-тент, и девочкам рассказал, девочки, у нас вообще такая крутая тема сейчас, вообще система, всем рассказывайте, люди будут, не нужно будет пластиковые карты носить, они будут скачивать бесплатное мобильное приложение, будут копить бонусы, будут нас рекомендовать, у нас увеличится выручка, я вам зарплату подниму, все будет огонь. Но на практике получалось так, что где-то из 10 гостей, которые приходили, 2-3 уходили со скидкой. Да, на вопрос «почему?» вот 1000 причин, понимаете? У человека нет времени, ему неохота приложение скачивать, ему вообще скидка не нужна, у него телефон кнопочный, у него места нет на телефоне, вот что угодно вообще просто. Я думаю, наверное, так оно и есть как-то, да. Что-то вот все круто, но вот здесь что-то подложали. И где-то через 5 месяцев произошла ситуация, которая сильно меня включила. Я вот прям как сейчас помню, это была пятница, а знаете, персонал же такой же, он как бы, он капает, Сабир, ты какую-то фигню поставил вообще, что за дела вообще? Люди приходят, там бесплатно кушают, как бы у нас сейчас выручка могла бы быть 40, а теперь она у нас 37, зачем вообще? Какая логика отдавать, да? И мне вот это все капалось, и говорит, вы просто не понимаете. Это знаете как, потихонечку ты начинаешь сомневаться. И тут, знаете, такой ситуация подходит парень, у него счет на 5000, полностью закрывает его баллами. Мне кажется, вот все бармены, которые стояли, официанты, они в этот момент только на меня смотрели. Смотри, 5000 счет, деньги уходят. Я такой думаю, в натуре что-то не то. Беру трубку, звоню Саше, говорю, Сань, что-то, говорю, не то. Во-первых, говорю, клиентская база растет не так быстро, как ты мне обещал. Во-вторых, люди приходят и бесплатно у меня хавают. Я говорю, где мы? Вот Саша пришел, да? Я думаю, где профит-то, что происходит? Он говорит, тормозите, сейчас приеду, расскажу. Разберемся. Саша приезжает, мы, значит, поднимаем счет этот, смотрим, это было 5000 рублей, был выходной день, у них были в основном алкоголь, высокомаржинальные продукты. Мы высчитали себестоимость была 1800 рублей. Но суть в том, откуда 5000 баллов. Да? Мы смотрим, что он сделал 18 рекомендаций своих друзьям. Он и его друзья в совокупности у меня в
кассе оставили 60 тысяч рублей. И он говорит: Сабир, у тебя сегодня есть какой-то инструмент, который сначала, еще раз, сначала принесет тебе 60 тысяч рублей в кассу, а потом ты заплатишь за это 1800. Я такой: нету. И вот в этот момент, это где-то было месяцев через 5-6, наверное, я включился. Я прям включился, я только, наверное, тогда понял, наконец открыл руководство, прочитал руководство по внедрению, вообще, что у меня такое, как это работает. И я поменял мотивацию и полетела. Полетела машина вообще. На сегодняшний день это, это невероятно вообще эффективный инструмент. Вот смотрите, это скриншот, дашборд с моей системы учета QuickRest. Это месяца сентябрь. В сентябре вот мы закрыли 1 177 000, и по гейму прошло 1 044 000. То есть 92% всего товарооборота у меня проходит через гейм. Понимаете? После того, как я изменил систему мотивации, сегодня это у меня оклад плюс процент отличных продаж, которые прошли через UDS Game. Всем же понятно, да, почему эта система самая эффективная. Что такое процент отличных продаж? Если вы придете ко мне, я буду официантом, который будет вас обслуживать, я буду замотивирован любыми методами увеличить ваш чек. То есть первое, второе, стейк, десерт, соус картошки, кальян, с собой, там, я вообще весь раскроюсь, понимаете, потому что это моя зарплата, я их обучаю, то есть это, да, скрипты как бы работают. Но при этом мой официант, даже если он увеличит ваш чек, вообще ничего не получит, если вы не получите скидку. Понимаете, да, система такая, выиграл-выиграл. То есть 92% где-то проходит всех оплат через гейм, и баллами, обратите внимание, я даю на 88 тысяч, да? То есть от 1 177 000 это где-то 8,2%. От 7 до 25 раздаю, по факту в месяц, при том, что 92% проходит, это где-то 8,2%. И это же товарами уже, все понимаете, да? То есть по факту реальная скидка где-то 3,7%. Ребят, представляете, то есть в моем маленьком заведении, пускай даже мы уберем здесь 1000 клиентов, да, за 1,5 года набралось 4000 клиентов. Да? И сегодня, обратите внимание, вот это вот скорость пополнения, это реальная абсолютно скорость пополнения от тех клиентов, которые у меня сейчас есть. То есть в среднем у меня в клиентскую базу в день добавляется там, от 6 до 20 человек в день. Это около 70, 100, где-то 70-80 человек в неделю. Я вообще ничего не делаю. Процесс пополнения и формирования клиентской базы абсолютно автоматизирован. Да, у меня там закрыт бар, открыт бар, неважно, люди постоянно рекомендуют, они это делают дома, там, на работе, с друзьями где-то встречаются. У меня клиентская база постоянно растет. Все, что мне нужно, чтобы с ними взаимодействовать, да, нажал кнопочку, просто улетела у меня пушка. Администратор, который занимается, ведет, да, все это дело, она 2 случайно отправила. В следующие 1,5 часа телефон в баре не замолкал. То есть, по факту, вот так вот. Да, настолько это эффективный инструмент. Соответственно, что в сухом остатке-то, да, я экономлю на системе автоматизации и выпуске пластиковых карт. Моя клиентская база со 100% точностью, повторяюсь, да, пополняется не только за счет тех людей, которые приходят ко мне, но и за счет рекомендаций. Я экономлю на разнице скидки и кэшбэка, потому что даю скидку не здесь и сейчас, а только на повторную покупку и по себестоимости товаров с учетом моей маржи. Где такое есть, ребят? Где такое есть? Где хоть что-то подобное такое есть? Вы посмотрите, мы приходим в ленту, анкета, карта. Мы приходим в Adidas, анкета, карта. Возьмите любую крупную сеть, сетевую компанию, Спортмастер, Детский мир, М-Видео. Мы приходим, берем анкету, карту. Эту анкету кто-то куда-то забивает. Представляете, в рамках все какие-то затраты? Даже не... Вот меня эта вот мысль просто взрывает. Что крупные сетевые компании до сих пор вот этим занимаются, а я вот маленький бар не занимаюсь вообще. И очень крутая тема – это кросс-маркетинг. Кросс-маркетинг, который запущен у нас, это Антей, все знаете, да? Сеть фитнес-центров, да? Потом бар Селлинджер, это Чайхана Инжир, да? Мне хватает ума понимать, что мы с ним не конкуренты. Салон Дай Стиля. Женский, это спецавтомойка, турагентство Аладдин. Так, кто у нас еще? Барбершоп Олдбой. И магазин цветов Азалия. Угу. То есть, смотрите, мы у этих всех предпринимателей установлен гейм. Я с ними со всеми созвонился, мы встретились, я им предложил такую идею. Смотрите, давайте мы запустим кросс-маркетинг. Он будет, в принципе, точка захвата будет вот такой тейбл-тент. Когда вы придете, то есть какая здесь информация? Хочешь есть в нашем баре бесплатно? Скачай мобильное приложение, получишь скидку, расскажи друзьям, покушаешь бесплатно. А также ты можешь экономить до 100% у наших друзей. Разворачиваем на обратной стороне название компании, QR-код вступления и сумма вступительных баллов.
Что это дает мне? Мне, вот лично, как владельцу бизнеса, во-первых, больший интерес со стороны моих клиентов. Давайте просто смоделируем ситуацию. Вот вы новый человек, никогда у вас гейм был не скачан, вы заходите ко мне первый раз, берете кофе на вынос. Он стоит там 120 рублей, я вам говорю, установи приложение, получишь кэшбэк 7%. Такой сидишь, думаешь, 9 рублей, скачивать мобильное приложение, там, тырым-пырым, не очень интересно. А если я скажу тебе, что это мобильное приложение будет работать не только у меня, но благодаря ему ты сможешь в спортзал сходить, машину помыть, покушать, там, на стрижку записаться, турагентство сходить и цветов там жене своей купить. Интересней? Более того, Антей просто за то, что вы взяли электронную дисконтную карту абсолютно бесплатно, сразу вам на счет дарит 1100 рублей, да? Я дарю 100 рублей, Инжир 300 рублей дарит, Дай стиля, ну не помню сколько, да, там, Улбой там 200 рублей, кажется, и так далее. То есть человек абсолютно бесплатно скачивает мобильное приложение, сканирует QR-коды участников нашей партнерской программы, у него на кэше просто 5 появляется. То есть ему же намного интереснее теперь разобраться, да, и использовать мобильное приложение. Мыть машину бесплатно. Сделай 1, 2, 3, а также экономь вот здесь. Бам-бам-бам, сосканировал. То есть каждый раз теперь клиент, куда бы ни приходил, он оцифровывался сразу во все наши клиентские базы. Следующий момент. Чьи это QR-кода? Да мои личные. Я же, по сути, у себя на столах в баре мини-промо-акцию запустил. Знаете же, да, вот эти партнерские программы, пришел в строительный магазин, а у тебя там, принеси там флаер со скидкой на обои какие-нибудь, да, ну вот постоянно такие, да, движухи происходят. То есть каждый раз, когда гость приходит ко мне, берет QR-код, допустим, мойки, и ее едет в мою машинку, да, свою, мне в соответствии с бонусной программой капает бонус. Ну я же тоже человек, мне тоже надо машину мыть, тоже там куда-то летать, что-то делать. Все в плюсе. При этом, смотрите, ни одной листовки мы не выпустили, да, никак мы это не контролируем, никаких промоутеров у нас нету, и я точно знаю, с какой компании, сколько людей добавилось в мою клиентскую базу, какого качества это клиенты, сколько они тратят, как часто они возвращаются. Вообще бесплатно, понимаете? То есть это просто вот такой прикольный инструмент.